Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, даете ли вы право на запись этого интервью и его последующую публикацию? Да, даю свое согласие. Представьтесь, пожалуйста, полностью фамилия, имя, отчество, число, год, месяц рождения. Ключенков Владимир Петрович, 25 ноября 1997 года. Родился в Оренбургской области, Дамский район, поселок Совхозный. Фактический адрес проживания? Фактически адрес проживания город Краснодар, улица Тепличная, 96, квартира 103. Сразу же прорекламируем, с вашего позволения, вашу страницу в Инстаграме. Значит, нижнее подчеркивание, варяг, нижнее подчеркивание еще одно, 9788. Я думаю, здесь будет отсвечивать, поэтому говорю вслух. Нижнее подчеркивание, варяг, нижнее подчеркивание, 9788. И если смотреть по фотографиям в социальной сети Инстаграм, то мы видим, что вы тут спортом занимались активно. Тут больше тут особо ничего такого нет. Страница открыта. Расскажите, пожалуйста, где служили, сколько служили, какое звание, какая должность? Поначалу я служил срочку, 17 по 18 год. Это железнодорожные войска, род войск. После этого работал на гражданке, проработал и решил потом уйти на контракт. На гражданке кем работали? Я работал на заводе, оператор. Какой завод? Завод называется торговый дом «Холдинг». Там, это где он находится? в Краснодаре. Я подробно спрашиваю о некоторых вещах, потому что некоторые россияне не верят, что вы россиянин. Поэтому рассказывайте, пожалуйста, на какой улице, и может быть какие-то особые приметы. На улице я не скажу, потому что в поле стоит у нас завод, станица Новотитровская. Там наш завод, там я работал. Оператор в линии жарки, жарили там орехи разных сортов, и поставляли их на фасовку. После этого я решил подписать контракт с целью что денежные выплаты побольше, и решил пойти на контракт. То есть принципиально вы пошли в армию из-за денег? Да, деньги, денежные выплаты, квартиру также дают, на пенсию пораньше, чтобы потом уйти. И все, подписал контракт я в январе 11 числа этого года, 22 года, и все. Жалеете об этом или нет? Да. Нет. Я хочу предупредить, что у нас добровольное общение. Если вы на какие-то вопросы не хотите отвечать, вы можете отвечать на них, не отвечать на них. Окей, хорошо. Значит, проходили вы службу еще раз где? По контракту проходил я службу в Молькино, 10-я бригада специального назначения. Молькино? Молькино, хутор Молькино, это недалеко от Краснодара. Там я проходил службу. Номер части войск? 51-532. Как фамилия командира части? Стрельцов. Стрельцов. А командира роты? Кузьменко. И вы были, ваша должность? Разведчик-пулеметчик, моя должность. Рядовой. Разведчик-пулеметчик, рядовой. Так, вы служите и ближе к нашему 24 числу, что происходит? Я служил, как в январе я подписал контракт. Я какое-то время отслужил, нам сказали, что мы именно учения в Крым, на мыс Апук. Мы туда поехали. В Крым это какого числа вам сказали примерно? В январе где-то в конце, где-то, может, число 20, где-то 22 января мы где-то выехали, нам сказали, что мы на 2 недели едем. Поехали, 2 недели прошли, сказали, что все затянется у нас. И потом после 23 февраля нам сказали, что мы едем в миротворческую миссию в Украину. И все. И 24-го мы выехали, и 25-го уже пересекли границу. То есть вы не будете отрицать того, что вы знали, куда вы едете? Нет, нам сказали, мы едем на Украину, туда на границу с миротворческой целью. Просто как нам сказали, там флагами помахать и все, и потом уехать. Что вы подумали об этой миротворческой цели и об этой поездке? Да, я особо и, в общем, не думал, приказ есть приказ, и поехал. Нет, я это понимаю, приказ есть приказ, но ведь у вас, как у человека, есть какие-то мысли? Я думаю, там, возможно, там то, что я еще знал, то, что там ДНР, ЛНР, там вроде независимость, там
ну, потребовали там или что-то в этом роде. И вот, и как миротворцы мы туда приедем, ну, урегулируем вроде конфликт и обратно домой. Вот. Я То как есть бы об этом как вы бы думаю. думали в себе, что вы едете в так называемый ЛНР, ДНР, правильно я Да, понимаю? да. А не на неоккупированную территорию? Да. Ну, так понятнее. Хорошо, дальше ваш маршрут. Так, маршрут я точно не помню. Я помню то, что мы Ну, примерно. заехали как бы в Армянск, ну, через Армянск ехали, там пересекли границу и все, дальше там уже как-то по дороге ехали, дальше, ну, не знаю, Как долго ехали после Армянска? долго ехали, там где-то часов, наверное, 4-5, знаю то, что остановились в какой-то, Новокаховка, если я не ошибаюсь, называется, там остановились, там уже были, ну, наши эти войска, и потом двинули дальше. Дальше мы уже почему-то начали, ну, сопровождать колонну. Вот, нам поставили задачу, типа, ну, сопровождение колонн. Вот. Именно нашей бригаде. И все, и потом мы сопровождали колонну, также разведывали местности. И уже... При разведке местности были контакты с местными жителями? Контакты с местными жителями, да, были, но они как бы были положительные, то есть они нам, ну, с нами хорошо общались, там, еду там приносили, там, парни сигареты там тоже давали, вот, и в основном больше ничего такого не было. Я так понимаю, что они рады были вас видеть, эти люди? Я не знаю, ну, какой у них настрой был, ну, вроде как бы и негатива от них тоже не было особого такого, вот. И... А от вас исходила какая-то угроза в их сторону? Как это? Нет, мы абсолютно как бы местное население вообще не трогали, вот. И старались тоже как-то с ними, ну, не взаимодействовать, вот. То есть вы считаете, что вооруженные люди на военной технике, которые вошли в чужую страну, на чужую территорию, не представляют никакой угрозы местным жителям? Ну, это, видите, как вам правильно сказать, это дело там каждого, ну, лично я говорю за свое подразделение, мы, ну, мирняк вообще никак не трогали и с ними, ну, не соприкасались. Я не знаю, как насчет там других там. Я имею в виду с их точки зрения, как вы думаете, вот живут себе люди в стране Украины, тут приехали из соседней страны, это да, люди это, вооруженные, да, это, бронетехникой. конечно, пугало бы, конечно, там, ну, страх, конечно, бы тоже охватил бы то, что люди вооруженные там на технике приехали, конечно, как бы это, ну... Я просто имею в виду, что их отношение к вам и не негативное, и не позитивное вполне могло объясняться тем, что они просто не понимают, как с вами себя вести, и могут вам там вынести воды просто, чтобы вы поехали дальше. Тоже вполне возможно, ну, не знаю, ну, в принципе, как бы, может и так, может и не. Окей, ладно, хорошо, да, не будем на этом останавливаться. Уточнение, колонна какая была по количеству машин, какая техника? Мы как подразделение, нам была поставлена задача сопровождения эшелонов. Я не знаю, чья это колонна и какой она там армии нужна была. Мы просто ее сопровождали. Не, Мы он имеет в виду количество, вот, вообще количество машин. Их больше 20, да, там больше меньше где-то, 50. больше где-то там 10-15 единиц, там где-то вот так вот было, больше даже 20. Чего именно? КАМАЗы. Сначала мы ехали сначала до Армянска, но у нас были КАМАЗы наши, а потом, как уже на территории Украины, мы сопровождали уже там пару, ну не пару, где-то единиц, может 10, меньше там нас сопровождали. Личного состава на ваше сколько было? Именно нашего подразделения? Всего сколько было всего? ваших? Вот вы видели, да? Блин, ну где-то может человек там 70, где-то вот так вот, 70-100. Ну, в целом небольшая колонна, да, получается? Да, А танков не было, получается? Танки, вот когда мы уже сопровождали, где нас взяли, вот под Николаевском, там вот у нас было где-то, ну, танков 10, где-то так у нас было. Окей. И вот вы следуете этой колонной, проследовали, значит, сколько времени в общей сложности приблизительно? Вот вы двигались, да, по Украине? Ну, где-то дней 6. Вот, Дней 6. Да, ну, ездили, да. И ничего такого не происходило Нет. за эти 6 дней вообще? Нет, мы как бы спокойно двигались, и ничего такого не было. А что вы думали в это время, куда вы двигаетесь? Вы уже поняли, что вы не в ЛДНР двигаетесь? Да, ну это уже было поздно уже, как бы. И... Ну а в какой момент вы это поняли? Когда нас уже вот взяли уже
под Николаевском. То есть вы поняли, что вы приехали не туда, именно тогда, когда вас взяли. До Да. этого момента вы вообще ничего не Ну, подозревали. я как бы в местности вообще как бы не ориентируюсь, там, Мгм. как бы сказали, куда ехать, и мы ехали. В чем мы обычные солдаты. Да. Так, ну окей, хорошо. И вот ближе к этому моменту уже, когда вас взяли, как вы говорите. Ну, вот мы на 2 «Тиграх» были, мы пересекли мост какой-то, вот, остановились, там был блокпост стоял. Чей-то, мы не знали даже, чей это блокпост, пока ориентировались, чей это блокпост стоял, сзади ехала уже колонна, вот, подъезжал танк, и мост сзади рванул, вот, по нашим «Тиграм» тоже начал вестись огонь, мы все с «Тигров» в рассыпную, вот, и началась там перестрелка, там сзади тоже у нас там перестрелка, где колонны были, потом начался минометный обстрел, вот, мы, кто молодые парни были, просто в землю свалились, лицом в землю, ничего абсолютно не делали, вот. То есть вы были не готовы к такому? Мы, таким да, событиям? мы, конечно, были вообще На не учениях готовы. вас не готовили к этому? Нет, да, что там, месяц только служили, там какая там подготовка. И все, наши старшие, как я понял, сержанты, они отступили, вот, а мы, кто молодые, остались. Вот, и после этого там где-то перестрелка там недолго, там минут 20 шла, потом было где-то затишье, минут 10, и вот подошли уже местные вооруженные силы, вот, и так мы сдались в плен, и все. И вот так вот просто лежали, да, дошли? Мы, да, лежали, и мы думали, это вообще, что это наши идут, оказались не наши. Они по нам постреляли, там, ранили там несколько наших парней, мы сдались, мы сказали, не будем стрелять, мы сдаемся, и все. Как бы вот так вот. Вот такая вторая армия мира, да? Вот так вы воюете. получается. Уточнение небольшое. У вас личное оружие какое было? У меня был пулемет А, ПКМ. окей. Боекомплект какой? Боекомплект у меня был 2 короба по 100 патронов и лента на 200. До выдвижения сколько вы в части стреляли? Какой у вас опыт стрельбы? Да, небольшой абсолютно опыт. Ну, Небольшой, именно да? с вашего ПКМ сколько раз постреляли? Так, на стрельбах, где-то раза 4 где-то постреляли. По сколько По патронов? сравнению с другими немало. Патронов, где-то там патронов там по 20, по 30 постреляли. Окей, вы хотите позвонить домой, я так понимаю? Вы Да. еще не звонили, да? Давай попробуем. Не, набрать. я звонил, когда меня брали, просто родителям сказали, что все нормально и все. Мгм. Алло, пап, привет. Вовка, ты что? Да, пап, я. Привет. Че, как ты вот там? Да все нормально. Как ты где вообще? Да, пап, я не могу говорить, где я. Вот. В плену, как я в прошлый раз говорил. На Украине, да, в Украине, как я в прошлый раз говорил, в плену. Вот. Ты что, на работе там, да, все нормально? Все нормально. Что там, мать как? Сразу ничего, нормально все. А Настя что там как? А? Настя. Все нормально. Все, у нас все нормально вообще. А брат что там как? Тоже ничего, все, в общем, хорошо. Все, Ну. все хорошо, тебя ждем. Все, пап, скоро все закончится. Мне просто возможность дали позвонить. Все, Вовчик, ты не переживай, все делается до того, все этого. Мы, в принципе, знаем, где ты находишься, все до метра. Все решается. Все, пап, да все, пап, война закончится, все хорошо будет, домой вернусь. Вы в каком статусе находитесь? Вы в статусе пленного? Все решается, все это. Все, пап, все, ладно там. Держись, с тобой как обращаются, нормально? Все хорошо, пап, со мной вообще хорошо обращаются, кормят, все отлично. Ну дай бог, это, все решается, все это. Все, ладно, пап, давай там. Нормально, все, она вообще, красотка вообще нормального человека. Дверь она себе поставила вчера. Все, ладно, ты ей там скажи, что это все нормально, короче. Вот, маме тоже там большой. Держи. Да, пап, нормально все. Какой вопрос? Все родственники, все за тебя, все. Если мы, в принципе, Держись, близко можем. главное, держись. Не можете? Все, пап,
Все, папуль, давай, короче, там всем привет там передавай, люблю всех. Не могу. Ну, Все, Вовчик, давай не переживай. не Не хочу. переживай, все мы ждем. Все. Ладно, держи. Все, папуль, давай, все. Давай, прорвемся, все, держи. Давай. Давай, папуль, давай. Мы ждем. Давай, пап. Давай. Давай. Рады, что вы связались со своими. Скажите, пожалуйста, я давил на вас каким-либо образом? Да нет, это просто эмоции у меня. Вы плачете почему? Ну, родителей давно не видел. Вы плачете, потому что мы вам дали возможность позвонить своим родителям, и Да, спасибо. эти слезы вызваны вашими эмоциями, а Да. не каким-то давлением с нашей стороны. Нет, никаких. Мы сделали что-то плохое по отношению к вам, что мы дали? Нет, все отлично просто. Я понял. Ну, я вас попросил задать вопрос, короткий, простой, отцу, за что россияне пришли убивать украинцев. Вы отказались задавать этот вопрос. Да Это я ваше просто право, не как и знаю. все прочее. Ну, может быть, вы мне ответите в таком случае, за что россияне пришли убивать украинцев. Да я не знаю, это все пропаганда, наверное, какая-то. Пропаганда? Наверное, да. Нас всех просто надурили, пацанов обычных. Ну, и что вы сейчас об этом думаете? Ну, папа ваш говорит, что все будет хорошо. И впечатление, что он не очень все-таки понимает, где вы находитесь. И... Ну, потому что зачем вы рассказываете, что родители беспокоились тоже? Да, конечно, посмотрите. Вы ждали права на публикацию видео. С вами-то действительно вроде бы, ну, то есть обращаются нормально. Нет, Тут вы нет, с нами нормально обращаются, не да. соврали, но я имею в виду, он не очень хорошо понимает, что вы в настоящем плену, и что вы пришли на настоящую войну, и что это реальные смерти людей, и что здесь, ну, вы фактически пришли убивать людей других. Ну, я правильно говорю? Да. Я так понимаю, вы убить никого не успели? Нет, я не смог просто и все. Не смог. А при каких обстоятельствах не смогли? Ну вот, когда началась перестрелка, я просто не смог стрелять. Нет, я не смог. Когда вот 2 марта нас взяли в плен, вот эта вот перестрелка, когда началась, никто из нас, молодых пацанов, которые со мной были, не смогли. Это страх, психологический барьер стрелять в живых людей, что-то среднее или что-то ваше? Просто. Ну, что-то мое и страх тоже, да, навредить и тому подобное. Что вы можете передать россиянам, которые сейчас вот отправляются в Украину, как вы, уже зная все это наперед, видя это все наперед? Я хочу передать то, что это бессмысленная вообще война, которая не принесет вообще абсолютно ничего. Лучше пусть возвращаются домой, к семье, пока все не стало намного хуже, хотя и так уже хуже все. Пока есть возможность домой. Потому что потери, я как понял, точнее по телевизору видел, и так у нас большие. По себе вы не поняли, по вашей колонии, что у вас такие? Мы ехали спокойно вообще. Ну, я понял. А в момент перестрелки уже не поняли, что происходит? Вы заехали, вас запустили и потом разбили. Взорвали мост и всех разбили. Как вы думаете, эти потери, которые по телевизору показывают, если у вас все такие, они соответствуют действительности или нет? Какое число последнее вы по телевизору видели? 17200 вроде. 17200. Ну, просто у вас по телевизору показывают 480 человек. До сих пор, вроде бы, да. Ну, это не смешно, но это уже смешно, ну как-то так. И что бы вы сделали, если бы у вас сейчас была возможность, не возможность, а вы знали все наперед, вас сейчас вот отправляют, что бы вы сделали? Отказался бы, да и все. Ну, как это отказался? У вас судят там людей сейчас, вот тюрьма. Ну, я не знаю, что бы я сделал. Дайте совет, как отказаться тем, кто это увидит. Эти ролики смотрят... А вы можете обратиться, да, там, по несколько сот тысяч, там, около миллиона людей смотрят. Ну, не знаю, уходить просто и все. Всей гурьбой. И все. Собраться и просто уходить. Окей, времени много нет, людей есть много. Спасибо.